Этот неприхотливый цветок завоевал огромную популярность среди садоводов. Его полюбили не только за длительную и яркую красоту, но и простоту выращивания. К тому же он очень приятно пахнет, особенно в сумеречное время. Его часто называют ночной красавицей, а по-научному это растение называется мирабилис. В переводе с латыни мирабилис означает «удивительный». И несмотря на довольно простую форму, его цветы всегда привлекают внимание своей красочностью и неповторимым ароматом. Высота кустиков варьируется от 30 до 80 сантиметров. Побеги мирабилиса плотные, иногда красноватые и густо-ветвистые, из-за чего куст имеет довольно пышную и раскидистую крону. Листва удлиненная, насыщенно зеленого цвета. На ее фоне очень отчетливо выделяются яркие верхушечные соцветия. Окраска цветов также сильно отличается. Она может быть самая разная. Есть даже сорта с многоцветными лепестками. Мирабилис способен удивлять еще и тем, что на одном кусте могут одновременно раскрываться соцветия разной окраски. Это может быть сочетание розовых, лососевых и даже насыщенно-малиновых оттенков. Очень красиво смотрятся цветки, украшенные пестрыми штрихами и своеобразным мраморным рисунком. Также часто встречаются растения с соцветиями, на которых одна часть цветков чисто белого или желтого цвета, а другая малиновая или сиреневая. Не менее красиво выглядит контрастное сочетание насыщенно-розовых и белых соцветий. Такие кусты всегда притягивают к себе взгляды. К тому же это растение источает очень приятный аромат. У некоторых сортов он имеет нотки цитруса. Цветение мирабилиса привлекает в сад разных бабочек и вечерних мотыльков. Цветки не крупные, воронковидной формы. Их диаметр составляет около 2–3,5 см. Цветение мирабилиса начинается уже в июне, а заканчивается с приходом осенних заморозков. Причем какого-то специального ухода, частого полива и постоянного внесения удобрений это растение не требует. Мирабилис способен не только долго, но и обильно цвести, непрерывно раскрывая свои яркие цветки-граммофончики. Кустики настолько неприхотливые, что станут расти на полном солнце, в полутени и на любой почве, за исключением болотистой, песчаной и закисленной. Но чтобы мирабилис быстро развивался и показал себя во всей своей красе, его все-таки лучше высадить на хорошо освещенном участке и в более рыхлый питательный грунт. В посадочные ямки можно внести древесную золу или немного гашеной извести, особенно если ваша почва с кислой реакцией. Для подкормки основания растений можно мульчировать хорошо перепревшим компостом. Мирабилис любит солнце и считается достаточно засухоустойчивым, но он не терпит частое переувлажнение, застоем влаги в корнях и места с высоким залеганием грунтовых вод. Это растение можно назвать универсальным. Кроме того, что оно крайне простое в уходе, оно еще способно на весь теплый сезон украсить самые разные уголки вашего сада. Очень часто его высаживают вдоль дорожек или за забором, особенно в парадной зоне и въезде на участок. Из его пышных кустиков со множеством ярких цветов получаются красочные бордюры. Мирабилис красиво выглядит в моно и групповых посадках, а также в компании с другими неприхотливыми и яркими цветами. Его также применяют для формирования низких живых изгородей. Радует и то, что кустики не разваливаются и не требуют подвязки. К тому же приятный аромат цветущего мирабилиса позволяет им насладиться в вечернее и сумеречное время. Поэтому его кустики часто высаживают вблизи зон отдыха и на придомовой территории. Этот неприхотливый цветок также выращивают в горшках, украшая ими террасы и балконы. Обычно мирабилис раскрывает свои колокольчики с 4 часов дня и благоухает до самого утра. Хотя в пасмурную погоду кусты держат свои цветочки раскрытыми на протяжении всего дня. Период цветения приходится уже на начало лета и длится до поздней осени, в зависимости от региона выращивания. Время цветения также во многом зависит от сроков посева семян.
После того, как цветы отцветают, на их месте завязываются крупные односемянные плоды. Они не теряют свою всхожесть около 3–4 лет. Семенная оболочка мирабилиса довольно плотная. Чтобы сеянцы своевременно проросли, иногда перед посевом семенам проводят скарификацию, то есть немного натирают их надфилем, либо наждаком. Также плоды выдерживают сутки в термосе с теплой водой, хотя многие садоводы этими методами не пользуются. К тому же это растение способно возобновляться своим самосевом, особенно в садах с мягким климатом. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Самосеется ли ваш мирабилис? И как продолжительно он цветет в вашем саду? Сохраняете ли вы свои растения на зиму? Я буду очень благодарна всем вашим советам и лайкам. Оставляйте также свои вопросы. Я всегда стараюсь всем отвечать. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Это очень удобно, чтобы не пропускать выход новых роликов. Мирабилис очень нравится садоводам тем, что его можно сеять сразу в открытый грунт. Хотя рассадный метод тоже практикуют. На территории средней полосы это растение выращивают как однолетнюю культуру, но клубни мирабилиса можно на зиму сохранить. Холодной осенью их выкапывают. Стебли почти полностью обрезают, оставляя лишь 10 см. Когда они подсохнут, корни укладывают в песок и хранят в прохладном помещении, примерно так же, как и георгины. В весенний сад их высаживают только в хорошо прогретую почву. Семена мирабилиса высевают в первой половине мая, а в южных садах даже раньше. Посадку семян на рассаду проводят в апреле. Молодые растения переваливают на постоянное место, когда не будет угрозы возвратных заморозков. Кустики этого растения хорошо развиваются на светлых и полутенистых участках. Мирабилис предпочитает расти на суглинистых и даже на глинистых почвах с нейтральной реакцией. Эти пестрые цветы способны на длительный период украсить самые разные места вашего сада. Мирабилис – это отличный вариант ленивого и долгоцветущего цветника. Из него также получаются красивые бордюры и самые разные цветочные композиции. А самое главное, что он крайне неприхотлив и подойдет даже неопытным садоводам. Часто поливать его вам также не придется. А если лето дождливое, о поливах можете вообще не беспокоиться. Мирабилис будет довольствоваться осадками. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Я буду рада пообщаться с вами в комментариях под видео. И до новых встреч на нашем канале, в нашем добром саду.